привет! Это одно из самых важных видео на моем канале, потому что я иду ва-банк. Я взял все свои деньги, которые у меня были, и буду их использовать для торговли. Тут у меня часть денег была с прошлого депозита осталась, часть денег с некоторых проектов в крипте у меня были на бирже отложенные, и основная часть я зашел в Приватбанк, взял, увеличил себе кредитный лимит и, грубо говоря, просто на кредитные деньги пополнил и буду торговать на них, потому что у меня нету путей уже отступления. Давайте я быстренько чуть подробнее обо всей этой ситуации расскажу. Так, если коротко, то я буквально на прошлой торговой сессии слил свой баланс. Я немножечко отдохнул, и в принципе у меня стоял передо мной выбор. У меня продолжить дальше, пополнить на какие-то 150, не знаю, на какой-то небольшой депозит относительно, и продолжить торговать, но в этом есть одна проблемка. Я в какой-то момент могу потерять фокус, и на этом у меня сливается последнее время, точнее все последние депозиты, которые я сливал их только в момент, когда я именно в какой-то торговой сессии начинаю много нарушать, терять фокус и не могу себя контролировать. Большинство торговых сессий у меня идут абсолютно спокойно, я держу риски под контролем, держу себя в руках, и все идет отлично. Но в какой-то момент бывают вот такие дни, когда именно я теряю фокус, но по моему опыту я просто терял фокус, отдохнул, собрался, пополнил там на какие-то $100, продолжаю торговать, идет там месяц, полтора, через время наступает день, когда я даю слабину и теряю эти деньги. И решил я в этот раз, просто у меня по факту, я так очень долго, очень много месяцев могу еще потратить, просто ничего не меняя, просто торгуя локально в профит, на долгосроке один день там теряю весь прибыль и тело депозита. Поэтому я решил взять все свои деньги вместе, плюс взял кредитные, потому что я знаю, что если у меня закончатся деньги, я могу там, чтобы на покушать, взять какой-то небольшой лимит, но все равно жить в какой-то зоне комфорта. Поэтому я решил взять абсолютно там все деньги, которые у меня есть, и, так сказать, обрубить мосты, чтобы не было пути отступления, и торговать. Я думал про проблемы, которые у меня могут в связи с этим возникнуть. Например, не будет ли у меня риска, точнее не риска, а страха потери, например, баланса, либо же страха открывать на большую сумму, чем я открывал перед этим. Но, как мне кажется, у меня с этим проблем вообще нету, потому что я давно таких проблем у себя не встречал, так как у меня, по факту, мне все равно открывать на какую сумму, потому что я просто открываю там на количество определенных монет, контрактов, и я особо даже над этим не задумываюсь. Я открыл, закрыл сделку, а у меня только теряются деньги в моменты слабости, но это уже чуть-чуть другое, как мне кажется. Поэтому я решил, буду торговать на вот этот вот баланс, почти $1000, там чуть меньше, как вы видели. И, наверное, попытаюсь держать себя в фокусе, просто потому что, чтобы знал, что если я там все теряю, у меня по-любому будет жизнь как-то кардинально меняться. Не знаю, придется там идти и устраиваться куда-то на работу, либо же еще какие-то другие варианты. Поэтому, иду ва-банк. По поводу изменений в самой торговле. Что у меня поменялось, что я немножечко подкорректировал, как-то изменил. Перед этим торговал, у меня был риск на сделку 3% и риск на торговую сессию 10%. Я думаю, что сейчас я начну с рисков в 1,5%, точнее я захожу в сделку и рискую только 1,5% от общего баланса. Да, я понимаю, что глобально это плюс-минус все равно это рискованная стратегия, но в любом случае это риски уменьшаются. И мне кажется, на таких рисках мне будет комфортно
открывать и закрывать сделки. Поэтому вот так. На всю торговую сессию также получается у меня уменьшается риск в 2 раза, это 5%. Стратегия у меня остается абсолютно такой же, она показала уже не 1 месяц, что она у меня работает, но сейчас не буду вдаваться в сам нюансы, как у меня работает торговая стратегия, потому что это прям на целое видео, и я думаю, позже чуть-чуть запишу по поводу стратегии. Но я просто знаю, что она работает, у меня статистика, что она долгосроки, я выхожу по ней в плюс. Поэтому стратегия у меня остается та же, и риски я чуть-чуть уменьшил, и буду также продолжать записывать все торговые стратегии, это не стратегии, торговые сессии, буду все выкладывать на YouTube, просто потому что это для меня еще и плюс такая мини-тренировка дисциплины, что если я записываю, я знаю, что идет запись, и я все сделки буду выкладывать, и просто они у меня будут на канале. Так что по поводу этого все остается. Буду просто так же торговать, но вот только я реально не знаю, что делать вот с этой проблемой, что я уверен, что я сейчас начну, у меня будет все плюс-минус понемножечку получаться, как-то стабильно расти баланс, но как будто бы я не решил основную проблему с вот этим вот моментиком, что там через месяц, может, не знаю, через там несколько недель, еще что-то, чтобы не потерять фокус. Вот этот момент, который даю слабину, как бы его снова не повторилось. Вот это, если честно, я не знаю. Я пробовал за эти 8 лет очень много всего, и я реально не знаю. Есть моменты, которые хорошо работают, но для них нужна дисциплина. Там что-то нужно делать регулярно, и улучшится результат. Я делаю некоторые вещи регулярно, но на некоторые у меня не хватает вот этой дисциплины. И я, получается, забрасываю через время и не могу себя там как-то контролировать в долгосроке в некоторых моментах. А в некоторые, наоборот, мне просто... И вот эта дисциплина, и вот у меня есть такие вот нестабильности и проблемы, как мне кажется. Поэтому как не допустить, чтоб через время я не потерял фокус, я пока не знаю. Я надеюсь, что я приду к этому моменту. Если нет, если через время я этот баланс потеряю, то в любом случае, трейдинг я-то не заброшу, я буду как-то торговать, но в моей жизни, скорее всего, будут точно какие-то глобальные изменения, потому что придется где-то искать деньги помимо трейдинга, помимо торговли. Так что вот такая у меня сейчас ситуация. Не буду, наверное, затягивать видео. Просто хотел сказать, что у меня такой небольшой этап. Начинать буду с этого баланса и просто записывать торговую сессию. Мне главное просто держать себя в фокусе на дистанции. Потому что я же скажу, я вижу, плавненько, у меня все получается. Но не нужно, как только я начинаю либо же там думать, что вот очень длинная уже серия прибыльных сделок, скоро начнется там убыточные, либо же начинаю как-то загонять вот это себя, я это попускаю, но все равно в моменте, когда именно раскручиваешь вот такие мысли, либо же наоборот, там серии убыточных, начинаешь задумываться, а все ли я верно делаю. Есть статистика, на нее нужно опираться, а если в какой-то момент просто начинаешь больше как-то идти в эмоции, либо же там размышления, еще что-то додумывать, то в такие моменты уже... скорее всего, намного чаще потеряешь в моменте фокус, и можно будет потерять и баланс. Поэтому вот так вот.